Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду штукатурить санузел под дальнейшую облицовку плиткой. Покажу все этапы от А до Я. Штукатурить буду белорусским хоппер-ковшом, я уже показывал его в своих роликах, но еще не успел поработать. А также в конце ролика будет небольшой штукатурный лайфхак. Объект, совмещенный санузел в панельном доме. На стенах была шпатлевка. Это новая фишка одного из застройщиков – продавать квартиры со шпатлеванными стенами. Причем даже в санузле. Перед штукатуркой это все надо счистить, чтобы не было прослойки из шпатлевки, с которой может вместе отвалиться штукатурка. Также тут была конструкция из гипсокартона, которая закрывала трубы. Назначение у нее было декоративное, чисто для того, чтобы сдать дом. Поэтому такие конструкции обязательно нужно разбирать и нормально переделывать. Помимо санузла в квартире будут штукатуриться стены в кухне под мебель, с учетом углов 90 градусов. В кухне будет применяться гипсовая штукатурка, а в санузле цементная. Основное отличие двух этих штукатурок это что цементная штукатурка крепче, ее можно использовать во влажных помещениях или на улице. А вот гипсовая штукатурка лучше подходит под дальнейшую финишную отделку, под шпатлевку. Ее чаще применяют в комнатах. Из материалов нам понадобится непосредственно сама цементно-песчаная штукатурка. Это новая штукатурка Holcim, с ней я еще не работал. И на этом объекте мы ее протестируем. 6-миллиметровые маяки, фасадная сетка для армировки углов, плиточный клей, грунтовка глубокого проникновения. Из инструмента нам понадобится хоппер-ковш, он у меня еще совсем новенький, блестит. Кому интересно, характеристики написаны тут, на шильдике. Компрессор ременного типа производительностью 350 литров в минуту, ресивер на 50 литров. Строительный миксер, емкость для замеса штукатурки. Валик и кисть для нанесения грунтовки. Лазерный осипостроитель для выставления маяков и определения угла 90 градусов. Обычные правила. Кстати, если нет лазерного уровня, то можно воспользоваться обычным, пузырьковым. Гребенка 6 мм для нанесения плиточного клея. Начинаю работу с грунтовки. На стены наношу валиком, углы промазываю кистью. Грунтовке надо дать обязательно высохнуть, как это написано в инструкции. В нашем случае это 4 часа. После грунтовки при помощи лазерного осипостроителя проверяю стены и прикидываю, как будут стоять маяки, с учетом минимального слоя. Делаю отметки на стене и на полу, по которым буду выставлять маяки, конечно же, учитывая угол 90 градусов. Для санузла это важно. На тему, как сделать углы 90 градусов, у меня есть отдельный ролик. Поэтому, кому интересно, рекомендую его посмотреть. Там я более подробно рассказываю про эту технологию. Ссылка будет в описании. Дополнительно провожу линии карандашом по уровню, в тех местах, где будут стоять маяки. По этим линиям потом будет удобно наносить штукатурку для установки маяков. Следующий этап – армировка углов. Фасадную сетку удобнее сразу отрезать в рулоне болгаркой. Для приклейки сетки использую плиточный клей. В штукатурных работах фасадной сеткой армируются разнородные материалы и углы. Например, если стена из бетона стыкуется со стеной из блоков или из кирпича. В моем случае дом панельный, в углах стыкуются плиты, поэтому мы их армируем. Это предотвратит появление трещин. Углы промазываю плиточным клеем, затем вдавливаю сетку и сверху заглаживаю шпателем. Далее устанавливаем маяки. Установку буду производить на ту же самую штукатурку, которой потом буду штукатурить стены. Замешиваю штукатурку до средней густоты, чтобы она хорошо держала форму. Штукатурка оказалась пластичной, это очень хорошо, значит с ней будет легко работать. Приступаю к установке. На длинных стенах у меня получилось по 3 маяка, на коротких по 2. Метод установки стандартный. Штукатурка ляпиками наносится на стену, потом при помощи лазерного осипостроителя и длинного правила маяки выставляются по нужному уровню. Есть разные способы установки. На мой взгляд, самый простой способ при помощи лазерного уровня. Весь процесс установки маяков по лазерному уровню я описывал в одном из своих роликов. Ссылочка на него будет в описании. Сейчас я метки на правиле не ставлю, а просто ориентируюсь по краю правила.
После того, как установили маяки и штукатурка схватилась, их надо подмазать, чтобы во время штукатурки стен маяки не прогибались. Перед штукатуркой стен для улучшения адгезии гладкой плиты я наношу контактный слой из плиточного клея. Есть разные способы. Если плита гладкая, можно сделать набрызг цементом или предварительно набрызгать штукатурку хоппер-ковшом. Я выбрал способ, когда наносится плиточный клей маленькой гребенкой. Вообще, эта штукатурка довольно-таки липкая, и можно в принципе было обойтись и без клея. Но я решил подстраховаться и первый раз сделать по отработанной технологии. Клей высох. В одном месте я оставил плиту гладкой, чтобы проверить, как будет наноситься эта штукатурка хоппер-ковшом на гладкую стену. Замес раствора штукатурки буду производить по инструкции. Инструкция в принципе классическая. Сначала в емкость наливается вода из расчета 4,8 литра на мешок штукатурки. За один раз я буду замешивать 3 мешка. Наливаю воду сразу на 3 мешка. Затем засыпаю один мешок штукатурки и перемешиваю. Таким образом я создаю на дне емкости подушку из раствора. Если засыпать сразу 3 мешка, то раствор ляжет комом, и его будет труднее перемешать. Перемешиваю 2 раза с промежутком в 5 минут. Кстати, пришлось добавить воды больше, чем по инструкции. На 4,8 литра штукатурка была очень густая. Штукатурка хорошая, пластичная, держит свою форму. На стадии установки маяков проблем никаких не возникло. Единственное, что мне не понравилось, это хиленькая упаковка. Когда привезли штукатурку, она была вся в пыли. Теперь можно приступать к набросу штукатурки на стены. Для этого я собираю свою компактную штукатурную станцию, подключаю шланг к компрессору и к хоппер-ковшу. У шланга внутренний диаметр 10 мм. Он с быстросъемами. Подключаю напрямую к ресиверу. Принцип работы хоппер-ковша очень прост. Вы набираете ковшом штукатурку, а затем при помощи сжатого воздуха набрасываете штукатурку на стены. Если честно, я был немножко удивлен скоростью и качеством наброса. Полоса закидывается штукатуркой очень быстро, причем что практически можно закидать прямо под потолок. Затем штукатурка стягивается обычным правилом. Излишки скидываются в корыто, после этого забрызгиваются проплешины и снова стягиваются правилом. Штукатурка универсальная, она может применяться как в машинном нанесении, так и в ручном. В моем случае получилось такое полумашинное нанесение. Штукатурка наносится отлично, с ней легко работать, да и скорость нанесения штукатурки хоппер-ковшом меня порадовала. Отличная альтернатива штукатурной станции, или вариант штукатурки стен на небольших объемах, когда станцию на объект тянуть нецелесообразно. На сложном участке стены, где полотенцесушитель, мне повезло. Трубу удалось отодвинуть. В противном случае стену бы пришлось доштукатуривать по плоскости, уже после сантехника. Также набрасываю штукатурку на свой экспериментальный кусок стены, без клея. Штукатурка прилипает хорошо, у нее хорошая адгезия. После нанесения штукатурки надо подождать, чтобы она схватилась, и при помощи правила по маякам почистить все дефекты, бугорки и неровности, которые образовались во время нанесения. Для накрывки стены вторым слоем штукатурка замешивается более жидкая. При помощи ковша равномерно накидывается на всю стену. Тут уже расход небольшой. Для чего делается накрывка вторым слоем? Для того, чтобы компенсировать усадку штукатурки, выровнять все дефекты и сделать основание более качественным и ровным. Второй слой наносится очень быстро, так как слой тонкий, штукатурка практически сразу схватывается, ее можно подчищать, и поверхность готова.
Основание получилось ровным и с правильной геометрией. Теперь плитку можно приклеивать просто на гребенку. А теперь лайфхак. Если вы пришли на объект, у вас уже сделана штукатурка, стоят подрозетники, или, допустим, вы установили маяки и установили сразу подрозетники и не хотите подрозетники закидать штукатуркой, то можно поступить следующим образом. При помощи коронки вырезаете круглые крышки из пенопласта, закрываете подрозетники, затем штукатурите стены, достаете крышки, и у вас получается аккуратное ровное отверстие для установки розетки. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего настроения, до новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.